Всем здравствуйте, меня зовут Любовь, и вы на моем канале Любовь Вязание. Сегодня хочу сделать обзор на свои игрушки, видео мастер-классы, которые появились на моем канале, чтобы каждую игрушку вы смогли лучше рассмотреть. Может, кто пропустил какое видео мастер-класс, так можете посмотреть, перейти на мой канал и связать понравившуюся вам игрушку. Очень буду благодарна за ваши комментарии, лайки. И напишите, пожалуйста, какая игрушка из этих вам понравилась больше всего, какую игрушку вы уже связали. Будет очень интересно мне почитать. Также подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Буду очень рада. И давайте приступим смотреть мои новые игрушки и связанные на них мастер-классы. Показываю вам своих новых жабок-лягушек в кругах. Заказала вот такие круги на Алиэкспресс, но ни одна моя игрушка не подходила к этому кругу. Они все у меня, получается, игрушки толстенькие и в этот маленький круг не влазят. Вот я вам покажу по сантиметрам. Возможно, они и стандартные, эти круги 8 сантиметров, 8,5, и в середине 3 сантиметра. И нужно было сделать игрушку вот такую тоненькую, маленькую, красивую, чтобы она помещалась в этот круг. И вот я сделала легкий, простой мастер-класс на таких вот лягушек, которые легко помещаются в этот круг. И можно достать. Можно так играть игрушкой, можно вот в круге. И я их сделала разные. Вот такие мальчики в плавательных трусиках и девочки в купальниках. Вяжутся они все очень легко. Начинаем вязать снизу. Вывязываем ножки, вывязываем ручки, вяжем голову. Сразу вывязываются вот такие двойные глазки. Сзади, как вы видите, они вот зеленые, а спереди белые. И оформление: приклеиваем глазки и вышиваем улыбочку. Вязать такие игрушки очень быстро, очень легко. Но на жабках я решила не останавливаться, решила сделать еще мастер-классы вот на таких миньонов. Когда вылаживала и вот делала мастер-класс на миньонов, забыла сделать им улыбочки. Всем спасибо, кто в комментариях мне написал, что нужно сделать улыбку. И я тоже так смотрела, крутила, вертела, чего-то не хватает. И вот дополнила такой улыбочкой. Вот сделала еще миньонов. Они тоже, вот у них одна основа. У жабок, миньонов и еще будет третья игрушка. Только вот сверху у миньона вывязывается вот такая голова, да, вот она просто ровная идет. Нет увеличения. И еще вот третья игрушка. Так, этих немножко пододвинем. Это сейчас популярная тоже Stitch, и его подругу сделала Angel. Вот. Только я по-разному им сделала ушки. В мастер-классе я давала вот такие одинарные ушки внутри с вышивкой. Потому что Стичу я сделала двойные ушки, их обвязывала. То я посмотрела, они очень плотные получаются. Потому я их в мастер-классе и не дала. У этих игрушек тоже вот одинаковая идет основа, как у лягушки. Только вот делаем стичи. И по этой основе, в принципе, можно связать любого персонажа, любую игрушку, только вот делаем другое оформление. И вот сейчас покажу их вам всех так
красиво в кадре. Здесь все помещаются. И вот получилась у меня такая красота. Все видео мастер-классы есть у меня уже на канале, так что переходите, если вам какой-то понравился, и вяжите. Буду очень рада, если оставите свои комментарии, какие вот игрушки из этой плавательной серии, морской серии, да, с кругами, вам больше всего понравились. И вот еще связала такие маленькие небольшие брелочки супергероя, Человека-паука и Бэтмена. Они тоже связаны по одной основе, которую вот я вяжу, что вывязываем вот снизу ножки, ручки и голова. И у Бэтмена еще я вывязывала вот такой плащ, несколько рядов столбиков с накидом, и вот до костюма ему вывязала вот такие детали. И к этим супергероям я решила сделать еще паучков. Тоже вот Человек-паук вот так оформила. С красивой вышивкой. Если у кого есть уже готовый какой-то вот украшение, орнамент, то можно украсить. Глазки из фетра клеевые и Бэтмен. Ну, здесь у меня не было эмблемы, какую приклеить. И решила уже не вырезать из фетра и не вышивать, то только вот цветовая гамма совпадает. Мастер-класс на таких паучков у меня есть уже давно заснят на канале. Возможно, я его делала год назад или полтора. И вот по этой основе я сделала таких супергероев и перевыложила мастер-класс, как вязала вот этого Человека-паука. Так что мастер-класс на Человека-паука, паучка у меня есть. Ну, а у Бэтмена тоже все вяжем одинаково. Единственное, вот отличается только цвет. Как видите, добавляем другие цвета. Эти паучки небольшие, вот помещаются мне на ладошки. Вязать их очень быстро, легко. А так вот тех, кто ходят на ярмарки, да, для девочек много игрушек есть, котики, зайчики. А вот для мальчиков всегда игрушек как-то не хватает, да, мало. А так вот можно связать вот таких красивых пауков и вот такие тоже дополнения брелочки. Я также люблю вязать игрушки из полухлопка, потому у меня на канале появились мастер-классы на игрушки, связанные из полухлопка. Вот такая зайка-девочка в платьице. Платье несъемное, оно вывязывается уже по готовой игрушке. Как на меня, то она получилась очень милая и красивая. У этой зайки вот тоже вывязываем ножки, ручки и вывязываем голову. Из пришивного только одни ушки. И вот одна зайка с такими вот стоячими ушками, да, вот вверх. А вторую зайку я решила связать вот с такими длинными ушками. Первый раз связала длинные ушки для зайки из полухлопковой пряжи. То мне очень понравилось, так как смотрится очень так красиво. И вывязала ее вот в таком комбинезончике. Этот комбинезончик съемный, его можно снимать, одевать, и так ребеночек будет играться с этой игрушкой. И еще вот вязала
по такой же схеме, они все связаны вот по одной схеме, одна основа у этих всех игрушек, только вот разное оформление. Два зайчика и вот такой медвежонок в костюмчике пчелки. Мне этот медвежонок, ну, очень нравится, очень-очень. Даже подумываю оставить его себе. Вот такие крылышки. Вывязала усики, рожки, как у пчелки. Ну и получился очень милый такой медвежонок. А какая игрушка вам понравилась больше вот из моих полухлопковых? Медвежонок. Медвежонка, кстати, можно связать не обязательно в костюме пчелки, просто медвежонка без крылышек и усиков. Будет уже такой медвежонок. Связать на него тоже костюмчик, такой бодик. И вот получается такая красота. Ну, куда же, конечно, без заколок цветочков. Сейчас лето, тепло, и хочется своих девочек, своих дочек украсить вот их прически вот такими разными заколочками, цветочками. Тоже этот мастер-класс появился у меня на канале. Здесь я прикрепила вот такие заколки. Можно пришить и резинки, то, что вам удобно. Также для таких заколок я использую вот такую бумажную, да, основу. И так заколки смотрятся уже более красивее. И эти подложки, да, открытки я заказывала на Алиэкспресс. И вот такая получается красота. Также можно связать в любом цвете эти цветочки. И вот такие красивые цветочки, заколочки. И куда же сейчас без козочек, овечек, так как следующий год козочки и овечки, то, конечно же, у меня на канале появился мастер-класс вот на такого мальчика и на девочку. Тоже это как цельно вязаная игрушка. Ушки здесь только вот пришивные. У девочки бантик пришивной и вывязывается вот юбочка. А так вязать эти игрушки быстро, легко. Так как вывязываем ножки, ручки ввязываются, голова тоже сразу вывязывается. По размерам эти игрушки вот небольшие помещаются у меня в руках, и потому и расход пряжи на них тоже небольшой. Вот такая парочка, девочка и мальчик. Такие. Также вот связала крыску маленькую, ярмарочный вариант. Как видите, вот как она помещается на ладошке. Она очень маленькая по размеру. Вывязываем ее, вот начинаем с носика, ушки сразу вывязываем, ножки вывязываем и вот заканчиваем хвостиком. Все сразу вывязывается. Расход пряжи тоже небольшой, потому таких крысок можно связать очень много на ярмарку. Они даже смотрятся как брелочки. Может даже кому-то вот повесить карабин за хвост, и будет так висеть вниз головой крыска. И вот получилась такая небольшая красота. Также вот вязала еще такого утконоса. Это по моей схеме всех маленьких игрушек, у которых все сразу вывязываем. И
такая же схема, но бобер. Только у бобра вывязываем вот мордашку и зубики, привязываем и ушки. Ну а здесь у утконоса я вывязала такие вот как чубчик. Такой, чтобы был помилее, покрасивее. А так вот нижняя часть у них вяжется вообще одинаково. Вот хвосты тоже все одинаково. Другое оформление и уже совершенно другая игрушка получается. Еще по этой схеме связала такую популярную игрушку собачка Снупи. Тоже цельно вязаная, ушки сразу вывязываем, носик привязываем по ходу вязания. Здесь даже вот глазки просто вышиты. Так что игрушка вяжется очень быстро, легко. Мне такая игрушка очень понравилась. И еще вот вязала такого носорога. Схемы подобные у них. Вот с таким рогом, такой чудной, интересный получился носорог. Вот тоже схема цельно вязаная. И такие, как я вот много уже связала, что вот ручки и ножки, шишечки, и сразу вывязываем голову, ушки, чтобы как можно меньше было пришивных деталей. И вот связала еще такую уточку. На уточек уже очень много есть мастер-классов, но вот с такими наушниками я еще не видела мастер-класса. И вот придумала, решила сделать такие наушники, которые вот сразу вывязываются, и уточка уже смотрится по-другому. Также здесь все цельно вязаное, сразу все вывязываем и ввязываем. И вот получается такая красота. И из желтых персонажей у меня связался еще вот такой Винни-Пух. Тоже все по одной схеме, но получается уже совершенно другой персонаж. В красной такой кофточке тоже сразу все вывязываем. Единственное, здесь вот ушки отдельно вывязываем. Еще вот сделала такую яркую летнюю разноцветную гусень. Тоже все сразу вывязывается. Все остатки пряжи можно использовать вот на такие разноцветные лапки. Можно даже вывязывать каждый сегмент другим цветом. Будет уже тоже такая яркая, интересная, веселая гусень. Вот такая красота получилась. Ну и, конечно же, еще морская тематика. Вот такие красивые медузы, связанные из полухлопковой пряжи. На этих медуз тоже можно использовать все остатки пряжи, так как вот каждые вот такие щупальца можно вывязывать другим цветом. Юбочку тоже вот вывязать другим цветом и на основу использовать два цвета. И так у вас уходят все остатки пряжи. Здесь я использовала вот такие бусины, чтобы было так немного поинтереснее и покрасивее. И вот получилась такая красота. Всем большое спасибо за внимание, за то, что пересмотрели мое видео. Всем буду благодарна за комментарии, за лайки, за подписки. Всем пока-пока, до новых встреч!